вам билеты, да. Оль, я обратила внимание на то, что вот раньше мне себя было очень сложно заставлять что-либо сделать, да? Особенно вот нелюбимые какие-то вещи. Готовить я не любила очень сильно. А сейчас вот с какого-то момента я радость стала в этом чувствовать. И действительно я заметила, что раньше при одной мысли только, что надо что-то сделать, я уже уставала. Да. Вот. А сейчас я не знаю вообще, как это вот получилось, как это вот вообще так получилось. Вот приходит мысль, я сразу понимаю, что-то начинаю делать, вот мысли на какую-то деятельность. И мне доставляет это удовольствие. Готовить вот это тоже. Вот. Раньше как бы я готовила только по праздникам. Вот. А ежедневные вот эти вот приготовления, они меня очень напрягали от одной мысли. Не знаю, может быть, больше медитации стало. Может быть, поэтому больше находиться стало в настоящем моменте. И когда делаешь, уже вот в этом моменте, и уже вот уже хорошо. Да, совершенно верно. Дело в осознанности. Потому что откуда у нас появляется недовольство тем, что мы делаем? Откуда? Потому что само делание, оно не несет в себе ни негативного, ни положительного, не положительного аспекта или вкуса. Этим наделяем мы сами личностью. Вот. И почему происходит так, что нам что-то не нравится делать? Потому что человек, будучи отождествленный с мыслями, он себе сам же говорит: мне это делать не хочется, а вот я хочу телевизор смотреть. И он это, допустим, делает что-то с мыслью о том, что он там уже что-то делает другое. И именно уход из настоящего в будущее, или, может быть, даже в прошлое, если, опять же, мысли чем-то заняты, они как раз и навевают такой вот негатив. В то время, когда, если при самом делании вы находитесь в осознанности, то вы отдыхаете на самом деле. И человек устает не от действия, а от ума, от движения ума. И вы можете вообще ничего не делать, а, допустим, быть на природе. Но если в это время у человека какие-то проблемы, и он постоянно об этом думает, он будет себя чувствовать выжатым, как лимон. Вот. И с другой стороны, если, например, был такой опыт в этой жизни, что приходилось там работать там больше месяца по 12 часов каждый день, причем общаясь с людьми. Это был как раз тот период, когда я взращивалась активно вот эта вот осознанность. Она начала наблюдаться. Вот. И был такой резкий скачок, когда была каждый раз уставала очень сильно. Вот. И когда углубилась вот эта вот осознанность, вдруг появились откуда-то силы огромные. И приходя домой после работы, не было ощущения усталости. Хотя там спала по 6 часов и целый день. Вот приходилось общаться как раз тогда фотографом работала. С людьми постоянно. И здесь вопрос в том, что вы находитесь в осознанности, просто в настоящем. И даже если вы в постоянной активности, и даже если вы работаете вообще на износ, там, вот если месяц без выходных, да, там по 12 часов, это вообще можно. Вот. Но, тем не менее, вы как бы отдыхаете в этом настоящем. Потому что отождествление с мыслями забирает намного больше энергии, чем какие-либо действия физические. Человек намного больше устает именно от вот этой вот постоянной мысленной гонки.
неконтролируемого вот этого диалога, который всегда есть, которым уже люди даже привыкли не замечать. В то время, когда все, что нужно, это всего лишь обратить на это внимание. И как только вы начинаете обращать внимание на то, что у вас творится, обращайте свое внимание на то, где ваше внимание, где вы сейчас вообще находитесь, что вы осознаете. И как только вы начинаете видеть вот эти вот мысли, то как раз здесь вы и начинаете освобождаться от бессознательного. То, что раньше вами не осознавалось, а вот просто крутилось в голове на автомате. То здесь вы начинаете уже это осознавать. И как только вы начинаете это осознавать, это перестает вами владеть. И как раз здесь и появляются очень большие силы. И вам уже все равно, сколько работать и чем заниматься. Главное, чтобы в голове вот эта вот свобода оставалась. И у вас уже здесь, как это сказать, такая вот внутренняя направленность на интерес пребывания вот в этой вот осознанности. Уже это становится таким смыслом жизни и устремлением. Когда ты видишь, насколько это преображает твою жизнь. Насколько это действительно... Когда ты видишь столько всего в этой жизни, на что раньше просто не обращалось внимания. Из-за вот этой вот постоянной вот внутренней болтовни какой-то. Да ладно болтовня, а сколько за этим всего негативного стоит. Да, вот когда человек просто внутри себя, допустим, крутит какой-то негативный диалог. Ведь как раз вот эти вот бессознательные, все бессознательные мыслительные процессы, они, как правило, зациклены именно на негативных моментах. Потому что ум к этому очень легко прилипает, легче всего. И легче всего именно из негативных каких-то отрицательных моментов жизни выжить в настоящем эмоции, связанные с прошлым или с будущим. И как только вы начинаете осознавать все это, вас начинает это отпускать. А когда вас начинает отпускать вся эта непонятная болтовня о том, что там все произошло утром, да, когда уже вечер, то здесь как раз вы и можете быть действительно по-настоящему счастливыми и радостными в настоящем. Потому что, как правило, людей-то в настоящем редко что действительно причиняет беспокойство и раздражение. Как правило, все раздражение и беспокойство, оно в прошлом или в будущем в виде страхов. В настоящем, конечно, есть, но это, как правило, короткие промежутки по сравнению с тем, как люди действительно себя мучают всеми этими мыслительными процессами. И, конечно, вы становитесь по-настоящему счастливым человеком, как только вы начинаете это наблюдать, как только вы начинаете наблюдать, как вдруг вы перестаете реагировать на какой-то внешний негатив. Вам, допустим, там кто-то нагрубил, а у вас уже нет ответной реакции. И вы понимаете, что вы как будто бы становитесь внутренне сильнее, что ли, и счастливее, и свободнее. Свободнее вот от этих вот программ наезженных, по которым, можно сказать, и бессознательных, по которым люди привыкли часто жить. Привыкли, что если с нами так, то мы с дачей так. Равновесие. Да, у людей уже есть заготовок своих реакций на любую ситуацию.
Особенно если это с близкими, то там вообще все уже запланировано, мы же их знаем как свои 5 пальцев, и мы уже знаем все, что нужно ответить и когда. Особенно если хочется поскандалить. И когда ты становишься свободным от всех этих программ бессознательных, ты понимаешь, насколько жизнь действительно более открыта, более наполнена, чем когда мы сами же и зашориваемся во все эти программки, когда нас куда-то во что-то тыкают, и мы сразу же уже выдаем реакцию. Кто выдает реакцию? Концепция, живущая в сознании, в которую вы верите. Это все. Это вообще очень на поверхности. Это так. Что такое определенное поведение человека? Это набор совершенно определенных качеств, за которыми стоит вера в совершенно конкретные концепции, которые и руководят человеком. Как все просто. Да, вопрос в том, чтобы это увидеть. Это действительно очень просто. Но здесь это нужно просто увидеть в себе. Да. Здесь вопрос не стоит в вере на слово там или еще как. Что не очень просто. Здесь ценность имеет только свой опыт. Конечно. И когда вы на своем опыте понимаете, что это действительно работает, что это не просто вот там какое-то странное слово осознанность, за которым непонятно, что стоит вообще, и что это такое. А когда вы понимаете, насколько это вас освобождает от всего этого, от всей этой повозки негатива, которую мы тащим на себе зачем-то. Вот здесь как раз и начинает быть интересным. Устремление к свободе.